Возникла у меня проблема с зарядом аккумулятора. Какое-то утро я не завелся на нем. И сразу сделал поспешный вывод, что, скорее всего, аккумулятор, тем более он у меня уже достаточно старый, ему 3 года, вот этот я покупал. Были моменты, когда ночи были холодные, и с утра он так достаточно тяжело заводился. Поэтому я, ничего не проверив, купил сразу новый аккумулятор, его установил и на новом аккумуляторе, на свежезаряженном, поехал кататься, проехал 80 километров, после чего мотоцикл постоял 2 часа или 3 примерно, после чего не завелся. Итак, если смотреть по сервисному мануалу, что нам изначально надо проверять, чтобы удостовериться, что в цепи заряда аккумуляторной батареи нет проблем. Первоначально, конечно, надо проверить аккумулятор, все ли с ним в порядке. Вот мы сможем видеть, что 1289 на неподключенном аккумуляторе у нас напряжение есть. Сейчас я подключу клемму, попробую завести его и посмотрю ток заряда. По мануалу это должно быть в районе 14 вольт. Так, подключил я аккумулятор. Сейчас пробуем его завести. Посмотрим, как на заведенном мотоцикле без включенных световых приборов и всего остального меняется показание. Будет ли какой-то хотя бы заряд. Так, включил зажигание. Запускаю. Как видно, судя по всему, зарядки нету. До 5000 даю оборотов, ничего не меняется. То есть включаю свет, просаживается еще больше. В общем, похоже, что с генератором проблема. Есть 3 основные проблемы, по которым аккумулятор может не заряжаться. Это генератор, регулятор напряжения и, возможно, в проводке какое-то дело. Далее мы проверяем сопротивление на обмотках генератора и регулятор напряжения. Для начала надо снять разъем с регулятора напряжения. В Yamaha TDM 900 он находится вот здесь вот снизу. 3 белых провода на одном разъеме. Это у нас от генератора непосредственно от каждой обмотки идет. И здесь уже идет плюсовой и минусовой провод. Не знаю, там видно или нет. Это уже идет на аккумулятор сам. То есть всего 5 проводов. Сейчас я отсоединю эти разъемы, и мы сможем протестировать. Отсоединив один разъем от регулятора напряжения, я обнаружил, что разъем весь в масле. Я читал об этой проблеме на каком-то форуме. Там человек рассказывал, что у Yamaha есть проблема ввиду того, что генератор, у него есть непосредственный контакт с маслом. Если изоляция вот этих фазовых проводов повреждена, то масло выдавливается и загоняется наверх по этим проводам, бежит и попадает на клеммы. Увеличивается сопротивление на контактах, и получается, что разное сопротивление идет по обмоткам, и из-за этого дисбаланса начинаются проблемы с генератором. И там рекомендуется, что у кого вот Yamaha, и там еще есть ряд каких-то там квадроциклов, у которых похожая проблема, обязательно следите за этими разъемами. Я это, к сожалению, пропустил, и, возможно, у меня уже проблема связана с этим. Проверяем сопротивление между обмотками генератора. Для этого на трехфазном разъеме меряем сопротивление между каждой клеммой. Будьте внимательны, контакт с измерительным прибором должен быть надежным, иначе вы рискуете получить неверные показания. На видео это видно, как только я сильнее прижимаю щупы к клеммам, сопротивление становится меньше. В итоге сопротивление между обмотками соответствовало указанным в мануале значениям, примерно 0,2-0,3 Ома. И тут, следуя алгоритму поиска неисправности, который описан в сервисном мануале, мне остается всего один шаг – проверить проводку и контакты. И в случае, если там все хорошо, причина в регуляторе напряжения. Меня такой вывод не устраивает, так как в мануале не предлагается померить напряжение между обмотками генератора. Делается это точно так же, как и с измерением сопротивления, только в этом случае мультиметр переводится в режим измерения переменного напряжения и запускается двигатель мотоцикла. По некоторым данным, на холостом ходу напряжение между фазами должно быть около 30 вольт, хотя и в мануале этих данных нет. И тут я обнаруживаю проблему. Тестер показывает в районе 2 вольт между каждой клеммой. Понятно, что это может быть не истинное значение напряжения, так как подобные дешевые измерительные приборы делают измерения по принципу усредненных показаний среднеквадратического значения. Иными словами, если измеряемый сигнал идеальная синусоида,
то мы получим верные значения. Но если нет, мы получаем недостоверные показания. В моем случае, если есть проблема с генератором, выходной сигнал может быть искаженным. Подобные измерения надо делать с приборами, которые способны измерить реальное значение вне зависимости от формы входящего сигнала. На таких тестерах обычно стоит маркировка TrueRMS. Но это все теория. Короче, такие показания мультиметра однозначно странные, и у меня появилась уверенность, что проблема именно в генераторе. На всякий случай я еще проверил регулятор напряжения. Как это сделать, в мануале тоже не описывается. Но в интернете есть большое количество роликов на эту тему. Ссылку на один из них я оставлю в описании. Там человек очень доступно объясняет, как это сделать. В моем случае проверка никаких проблем с регулятором напряжения не выявила. Все эти исследования я делал чисто из спортивного интереса. После этого я отогнал мотоцикл в сервис, где специалисты нашли неисправность и решили проблему. Ну вот уже прошла неделя с того момента, как я забрал мотоцикл с сервиса. Починили мне все-таки был генератор. Проблема с генератором. Мастер там особо не философствовал, он там изначально никакие там теории не выдвигал, он тупо снял этот статор, и визуально там было понятно, что сгорела обмотка. И у меня там было два варианта: либо я заказываю новый, и достаточно долго было ждать, и чуть подороже эта история вся получается, либо я отдаю его на перемотку. Ну, благо у нас в Риге есть там специалисты зарекомендованные, которые хорошо по отзывам перематывают, отдали на перемотку. Мне там достаточно быстро его там за пару дней перемотали и установили. На вопрос, что с регулятором напряжения, мастер сказал, что все хорошо, но опять же гарантию он не дает. Потому что когда я задал ему вопрос в лоб, а что если этот генератор все-таки сгорел из-за регулятора напряжения, что в каких-то режимах, допустим, там как-то не так работает. Но он мне, конечно, гарантию никакую не дал. Говорит, если хочешь, если тебя это так сильно волнует, мы заменим регулятор напряжения. Но, скорее всего, все будет хорошо. Возможно, что это из-за старости, просто этот генератор уже там где-то обмотка, изоляция между обмоткой где-то перетерлась, и он так вот погорел. Что касается регулятора напряжения и проводов, я задал вопрос и говорю, я когда снял регулятор напряжения, разъем, вот этот трехфазный, там было масло моторное в этом разъеме. И я реально нашел на форуме, там кто-то обсуждал, что вот в Ямахах есть проблема, то что изоляция этих фазных проводов портится, и просто с мотора под давлением масло начинает под этой изоляцией прям по проводам гнать, ухудшается контакт и начинаются проблемы. Мастер первый раз слышал об этой проблеме, сказал, ой, это крайне удивительно. Ну, говорит, возможно, я, конечно, не исключаю, но немножко так меня одернул ввиду того, что если бы там был бы плохой контакт, то, скорее всего, на этом разъеме бы перегревались бы все-таки клеммы, и там, были бы они обгоревшие, но там они, реально медь чистенькая. Буду кататься, и сейчас сделаю контрольный замер, может быть, кому-то пригодится. Опять же, померю сопротивление между фазами, померю напряжение заряда, заведу. В общем, сделаю несколько контрольных замеров. Возможно, кто-то, если еще мучается также с генератором, у него будет с чем сравнить. Итак, сейчас замерим напряжение у нас на клеммах. У нас тут 12,79. И сейчас попробуем запустить, посмотрим, что у нас с током заряда. Так, свет выключу, вот включаю зажигание. Напряжение чуть-чуть просело. Окей, запускаю мотор. Он еще холодный. Вот как видно, близко к 14 вольтам сразу идет, видно, что идет заряд. 14 вольт. Если пока газовать не буду, он холодный еще не заводил сегодня его. Можно свет попробовать включить. Сразу чуть-чуть проседает напряжение. Как бы так. В принципе, глушим. Заглушили. Вот 13,2. Сразу меньше, падает. Значит, заряд есть. Хорошо. Следующее, что мы пробуем, померим сейчас сопротивление между фазами.
Так. 0,2. Ноль 0,3. Вот. Пляшет 0,2, 0,3. 0,1, 0,2. Ну и между этими тоже 0,2. Очень важно плотно прижимать, потому что, не знаю, здесь может или контакт плохой, или там щупы какие-то. Всегда смотреть, как меришь, потому что просто коснуться клемм бывает недостаточно. Ну что, теперь попробую померить, поставлю в режим переменного напряжения и попробую между фазами посмотреть, какое напряжение на заведенном моторе. Посмотрим. Запускаю. «29 вольт между двумя фазами. 28-29. И тут 28. Ну, как видно, все хорошо. Еще что можно померить, это поставить в режим прозвонки тестер и просто на массу, допустим. Можно вот к нулевому проводу просто прозвонить на массу, у кого есть проблемы с генератором. Но это первое, наверное, что можно сделать. Ну вот у меня не звонится ничего. Неудивительно, если бы она звонилась бы, он бы просто не заряжался бы, аккумулятор. Значит, такие показания: 0,2 Ома между фазами на этом трехфазном разъеме. И если завести на холостых оборотах, причем что они сейчас повышены, я завел, тут они мне где-то там 1500, пока он холодный держит, 28 вольт показывает. Ну, соответственно, если тут начать газовать, оно должно скакать. Ну, а в целом все. Сейчас только время покажет, насколько это эффективно. Перемотка генератора и сколько он там отходит у меня.